Всем привет! В этом видео сделаю универсальный съемник для машин. Значит, предыстория. Есть у меня рядом автомобильная мастерская. Часто они делают смену шаровых, рулевых тяг, ну и тому подобное. И говорят, покупные съемники себя не оправдывают, долго не служат и не всегда они удобные. И попросили меня сделать усиленный съемник, ну, грубо говоря, черновой вариант. Потом они его уже подгонят точно под свои нужные размеры, ну и будет использовать в своей мастерской. Дали мне два образца, под которые приблизительно надо подогнать этот съемник. Сказали, что бывают шаровые и рулевые наконечники и большего размера. То есть мне надо учесть и эти моменты, что съемник будет снимать и большие детали. Для этого буду использовать вот такой швеллер, такой уголок. И взял такой, так сказать, тут вал с резьбой и с гайкой. И такие два болта с грузового автомобиля, с колес. Ну и посмотрю, что будет лучше подходить. Уже по ходу выберу, что более оптимально. Ну и далее смотрите, что у меня с этого выйдет.
Ну и в конечном итоге вот что у меня получилось. То есть со швеллера вышла такая площадка с двумя резьбами. И с уголка вышло подобие швеллера с отверстиями. То есть вот таким образом оно будет совмещаться. Вот этот болт, я думаю, они его, конечно, заменят, подберут свой более удобный для них. И также само сюда вкручивается вот этот болт. Так же само, я думаю, они его подберут уже свой по размеру, который им необходимо. То есть можно зажимать и таким образом, можно зажимать вот этот болт под низ. Вот таким образом, в зависимости от его длины и от необходимого рычага и так далее, можно будет выставлять любые свои размеры. И вот этим болтом зажимать и стягивать шаровые. Ну, к примеру, приблизительно таким образом. Так, и потом будут регулировать свой необходимый размер. Вот этот паз я не делал точный размер, так как они просили. Они потом по необходимости изменят его форму, ширину и так далее. Единственное, им теперь необходимо будет сделать, ну я порекомендую сделать цементацию всех этих уголков, для того, чтобы они подольше служили. Хоть металл и толстый, но все-таки нагрузки там тоже не маленькие. На крайний случай просто сделают обычную закалку. Материал используется в струбцинах из советской стали, то есть оно абсолютно все закаливается. Ну, конечно, лучше цементировать. Цементация чуть-чуть сложнее процесс, но в мастерской, ну и даже в бытовых условиях это все возможно сделать. Возможно, я когда-нибудь и покажу, как это делается в бытовых условиях. Но для этого мне надо будет подготовить кое-какие материалы. Думаю, струбцина или стяжка, как хотите, так и называйте, вышла супер. Все-таки мощная. Аналог ее значительно меньший, значительно слабее. На рынке стоит в районе $20. То есть $20 как минимум я сэкономил. А так как она все-таки и помощнее, и я думаю прослужит подольше, чем те, которые продаются на авторынке. То есть $20 гарантированно или заработано, или сэкономлено уже. Как хотите, так и понимаете. На этом все. Кому понравилось видео, поставьте лайки, оставьте свои комментарии. Возможно, кто-то что-то добавит. И всем спасибо. Пока-пока.